Массовый орденопад. Кучма, Ющенко и Порошенко отказываются от польских наград. Новая вспышка скандала. Зеленский взят под защиту. Цели уже на карте. Заявление для 2 областей Беларуси. Куда полетит, если Лукашенко не отзовется? Новое заявление из Украины. Оружие против своих. Пир во время чумы. Кошельки российских миллиардеров трещат. Резкое заявление из Госдумы о том, как наживаются на войне. Дальнобойный удар по тылу. Авиация РФ над Москвой. Военные стянуты в столицу. Путин направляет ударные силы, а военные Украины бьют тревогу. Новая тактика на фронте. Президент ввел чрезвычайное положение. Армия выходит на улицы. Отдан приказ. Таблетка от коррупции в Узбекистане и новый запрет в Казахстане. Граница под усиленным контролем. Что произошло? Эти и другие новости в выпуске. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко». 21 июня на календаре. Спасибо за поддержку. Я начинаю. Цели нанесены на карту и озвучены. Зеленский ведет отчет. Банковая ждет реакции Минска. Новое обращение к Лукашенко. Вечернее, субботнее. В Киеве заявили под прицелом Гомельская и Брестская области. Именно там, по заявлению Зеленского, находятся 4 российских ретранслятора, которые помогают России наносить удары по Украине. Кроме того, Киев посчитал и знает адреса заводов в Беларуси, которые работают на Россию, говорится в повторном заявлении Зеленского. Он также намекает, больше никаких дипломатических игр. Киев требует реальных действий, и если ретрансляторы не отключат, цели будут уничтожены. Зеленский также требует, чтобы Лукашенко доказал, что не хочет войны. В целом, только за январь-май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля в 3 раза. К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот. Мир должен приближаться, и Беларуси стоит делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство неофициальными каналами, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Официальный Минск пока держит молчание, ни МИД Беларуси, ни сам Лукашенко прямо сейчас на ультиматум Зеленского официально не отвечали. Кому война, а кому мать родна? Взрывной рост числа миллиардеров в России. В Госдуме обвинили олигархов в наглом обогащении на фоне тяжелой войны. Российские миллиардеры растут как грибы после дождя. Их число взлетело со 101 до 155 человек, а совокупное состояние превысило весь государственный бюджет страны. Зюганов жжет напалмом. Он предупреждает, свои направят оружие против своих, если вернутся с фронта и их посадят на копеечные зарплаты. В то время как сейчас в тылу разворачивается циничный пир во время чумы. Главным примером Зюганов назвал металлургического магната Алексея Мордашова, чье состояние впервые в истории России превысило отметку в 30 миллиардов и достигло 37 миллиардов долларов. Лидер коммунистов также уверяет, что напряжение в обществе растет. Опросы фиксируют, что уровень тревоги в российских семьях уже на 15% превышает индекс спокойствия. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоел этот пир во время чумы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Дальнее попадание. Удар вглубь России. Густой дым над Тюменским НПЗ, бывшим Антипинским. Новые украинские модернизированные дроны «Камикадзе Firepoint» целились по нефтепереработке в Тюменской области. Это беспрецедентные 2000 километров от границы. Дальность же полета дронов 3000. Об этом заявил Киев после того, как в Тюмени сообщили, что атака была отражена и нет никаких потерь. Губернатор области Александр Мор уверяет, что дымило после падения обломков. При этом была проведена эвакуация с завода. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле. Массовый орденопад. Зеленский взят под защиту предшественников. Главная тема последних 2 суток – скандал между Варшавой и Киевом и срыв орденов с президентов. Кучма, Ющенко и Порошенко идут в атаку. Украина отвечает полякам, а конкретно Навроцкому, президенту республики, который лишил Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла.
Орден, как вы уже знаете, отправился в Варшаву обычной посылкой по новой почте. Отправитель Зеленский. Без всяких дипломатических процедур, просто по адресу. На канцелярию польского президента с сопроводительным текстом. Зеленскому не нужен орден, если им до сих пор награждены Муссолини, Шрёдер и Екатерина II. Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам. Свои ордена бросают и другие, по почте или нет, но от него уже отказались Кучма и Ющенко. Первый держал свой орден 29 лет, а теперь в знак солидарности и защиты Зеленского тоже отправят в Варшаву. Мы должны помнить историю, однако прошлое не может быть важнее будущего. Жгучая, острая, но фантомная боль давней трагедии не должна ослеплять настолько, чтобы не видеть реальную нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, которая уже ранее лишала государственности оба наших народа и не скрывает намерений попытаться сделать это снова. Ющенко, как и другие украинские политики, которые также уже отказались от польского ордена, намекают, что дров в огонь ненависти добавил Навроцкий, а теперь у этого огня греется Путин. Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточный фланг всей Европы. И любые шаги, которые ослабляют украинско-польское единство, в конечном итоге работают только на пользу Кремля. Замкнул кольцо последним Порошенко. Тот тоже отрывает от себя польский орден. Он также пишет, что решение Навроцкого – это удар по народу, а не конкретно Зеленскому, и фатальная ошибка, которой рукоплещет Москва. Порошенко призвал потушить пламя. Поэтому предлагаю уже с понедельника искать решения, которые позволяют не углубить нынешний кризис, а превратить его в толчок к новому этапу украинско-польского партнерства, честного, дружеского, стратегического. Политики могут себе позволить политические жесты, но дипломаты должны не орденами кидаться, а преодолевать кризис. Польский президент тем временем стоит на своем, несмотря на критику даже внутри страны, решений не изменит, заявил: гордый польский народ учить нельзя. Нас, поляков, не надо учить, что такое война. Нам не надо напоминать, как выглядит война. Немецкая, советская, мы знаем, что такое война. Мы знаем, что такое борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня российская угроза. Но мы гордый польский народ, и у нас есть свой порог боли в вопросах, которые касаются нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен. Путин направил ударные силы. Режим защиты включен. На фоне битвы за трассу на Крым и операции, которую Украина назвала «логистический локдаун», россияне бьют по украинским целям. Дорога к полуострову превратилась в место битвы. Цель – бензовозы. Теперь их прикрывают мобильные огневые группы, которые целятся по дронам. Российские Z-паблики массово постят видео того, как работает новая схема. МОК сопровождает бензовозы крымские. 2 маневра и никакого взрыва. Еще одно видео взорвало сеть. Украинский БПЛА «Хорнет» охотится за бензовозом на трассе. В какой-то момент водитель делает резкий маневр, и дрон не попадает по цели. Военные бьют тревогу, нужен ответ на ответ, говорят в Минобороны Украины. Помимо мобильных огневых групп, Россия задействовала на трассе и новые силы. Как я и ожидал, враг не стал просто так сидеть сложа руки, наблюдая за ударами по своей логистике. Сейчас они пытаются организовать патрулирование трасс с зенитными дронами-перехватчиками в сочетании с работой РЛС. На этот шаг нам нужно ответить своим шагом. В этом и заключается суть войны технологий. Военные стянуты не только на трассу, но и в Москву. Авиация поднята над российской столицей. На этот раз для усиления сил ПВО. Военную технику расставляют на высотках. Накануне подобные инциденты зафиксированы в разных районах Москвы. Все происходит на фоне недавних 2 налетов на московский НПЗ 16 и 18 июня. Сорванную крышку резервуара НПЗ, которая взлетела после попадания ракеты ПВО, теперь видно из космоса. В сеть слиты последствия ударов. Сравнительный анализ фотографий с орбиты, сделанных до и после атак, показывает масштаб повреждений, пишет российские медиа. В полной боевой готовности и Киев. Зеленский накануне заявил: «Москва готова к атаке». В экстренном заявлении призыв не игнорировать тревог.
Дружба врозь, виной всему популярность. Трамп не выдержал пощечины от женщины и вновь устроил скандал. Премьер-министр Италии вновь виновата. Американский президент написал, почему она якобы умоляла его о совместной фотографии на саммите G7 во Франции. Все дело, говорит глава Белого дома, в популярности. Рейтинг Мелони в Италии, уверяет он, падает. При этом американский президент снова припомнил итальянскому премьеру, что она отказалась поддержать американскую операцию против Ирана. Хотя Вашингтон, написал Трамп, ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других союзников по НАТО. Теперь, после того, как Соединенные Штаты нанесли Ирану военное поражение, она снова хочет быть друзьями, чтобы поднять свои рейтинги. Нет уж, спасибо. «Займись своим делом», Трамп намекает Мелони. Она посоветовала лидеру США сосредоточиться на личной популярности, а не обсуждать ее рейтинги. И призвала отказаться от склоки. Что касается моей популярности, дружба с вами мне определенно не помогла, но она и не зависит от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии. И именно это я всегда и делала. Президент ввел чрезвычайное положение и вывел армию на улицы. После 5 недель протестов президент Родриго Пас объявил в Боливии режим ЧП на 90 дней и дал военным право силой разбирать баррикады, которые фактически отрезали столицу Ла-Пас и другие крупные города от поставок топлива, продуктов и медикаментов. В телеобращении к народу Пас заявил, что чрезвычайное положение вводится не для ограничения людей, а для возвращения им свободы. Указ запрещает блокирование дорог и расширяет полномочия армии. Теперь военные вместе с полицией могут разгонять и задерживать протестующих. Часть профсоюзов согласилась снять блокаду, однако другие протестующие продолжают требовать отставки президента и отказываются от переговоров. Власти обещают отменить режим ЧП раньше срока, если беспорядки на улице прекратятся. Напомню, рабочий класс, а это преимущественно горняки и работники сельского хозяйства, в Боливии взбунтовался из-за мер жесткой экономии, которые ввело правительство. В частности, речь идет об отмене топливных субсидий. В столкновениях с полицией, по данным властей, задержаны 365 человек. Правозащитники сообщают как минимум о 17 погибших. То, с чем сегодня сталкивается Боливия, это организованная стратегия дестабилизации демократии и законно сформированного правительства. Мы должны называть вещи своими именами. Это попытка государственного переворота, движущей силой которого является наркотерроризм, направленная против демократически избранного правительства. Ормузский пролив снова на иранском замке. Тегеран объявил о решении, обвинив США в нарушении меморандума о прекращении войны. Иран считает, что Вашингтон не выполнил первый пункт соглашения о прекращении войны на всех фронтах, а Израиль продолжает нарушать перемирие на юге Ливана и отказывается выводить войска. Тегеран предупреждает Трампа и Нетаньяху: блокировка Ормузского пролива – это только начало. Что будет дальше? Цитирую иранских военных. Подчеркивается, что это является первым шагом в ответ на нарушение обязательств со стороны противника. В случае продолжения агрессии будут спланированы и реализованы последующие меры, направленные на принуждение противника к выполнению своих обязательств. Пентагон говорит: не верьте, Ормузский пролив открыт. 20 июня, когда Иран заявил о блокировке, судоходство не только не остановилось, но и выросло. Через пролив прошли 55 торговых судов, доставивших на мировые рынки более 17 миллионов баррелей нефти, говорится в публикации Центрального командования армии США. Тем временем в МИД Пакистана, страны-посредника в переговорах между США и Ираном, анонсировали встречу между делегациями из Вашингтона и Тегерана. Она состоится уже сегодня в швейцарском Бюргенстоке. Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Венс в субботу отправится в Швейцарию, чтобы принять участие в переговорах, запланированных на воскресенье. Также, как ожидается, на встречу прибудет спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. Союзник Украины расписался на флаге России. В сети завирусилось видео, как премьер Канады Карни и президент ФИФА Инфантино расписываются на российском флаге. Короткая автограф-сессия прошла на стадионе в Ванкувере во время матча Канада-Катар. Футбольный болельщик из России рассказал спортивному изданию «Чемпионат», что, заметив, кто сидит недалеко от него на трибуне, развернул перед Инфантино и Карни триколор
с автографами игроков сборной РФ, глава ФИФА, по словам россиянина, спокойно отреагировал на флаг, расписался и даже сказал несколько слов по-русски. Канадский премьер-министр, также не задумываясь, оставил подпись. Однако не исключено, что Карни не понимал, на чем он расписывается, пишут СМИ. На опубликованном видео видно, что он в этот момент одновременно фотографировался и общался с другими людьми. На границе Казахстана введен особый режим. На фоне бензинового кризиса в соседней России страна усиливает контроль за всеми топливными запасами и их передвижениями. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять дополнительные меры, чтобы перекрыть каналы незаконного вывоза горючего из Казахстана и не допустить дефицита топлива внутри страны. В правительстве заверяют, сейчас все НПЗ работают в штатном режиме, а запасы бензина, дизеля и авиатоплива превышают 1 миллион тонн. По данным МВД, только за последний месяц удалось пресечь вывоз около 12 тонн ГСМ. Кроме того, правоохранители выявили 54 автомобиля с переоборудованными бензобаками, которые могли использоваться для нелегального вывоза топлива. Таблетка от коррупции. Чиновников Узбекистана начали водить по тюрьмам и СИЗО в качестве профилактики. Это новая программа антикоррупционного агентства и МВД. Госслужащим показывают камеры, следственные помещения и знакомят с осужденными за коррупцию, чтобы наглядно продемонстрировать последствия преступлений. Первыми на такие экскурсии отправили руководителей и сотрудников Минстроя и ЖКХ, Министерства сокращения бедности и занятости, а также агентства по кадастру. Кроме того, были организованы встречи с лицами, отбывающими наказания за коррупционные преступления. Осужденные на личных примерах рассказали, как принятые ими незаконные решения негативно повлияли не только на их собственную жизнь, но и на семьи, детей, профессиональную деятельность и общественную репутацию. Друзья, как вам такой метод? Оставьте свой комментарий. И в других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи!